Представители знака зодиака Овен. Здравствуйте, умные мои дорогие. Таро-прогноз гороскоп на неделю с 5 по 11 июня. Давайте узнаем, что важно знать. Нужно сказать, что 4 числа Венера входит в знак Льва. И это для многих из вас будет больше романтики, больше вдохновения, мои дорогие. Какая-то, знаете, как словно игра другая будет, и вам захочется в ней участвовать. Вот где-то какой-то импульс может появиться, который для кого-то из вас будет означать новые горизонты творчества или как-то себя проявить в профессиональной сфере. Но, безусловно, огненные знаки очень прочувствуют именно венерианскую энергию. Это что-то может меняться в ваших отношениях или самое время, может быть, открыться в своих чувствах. Ну а для кого-то окончательно отказаться от безответной любви. И такое тоже может быть. Давайте мы узнаем, что думают карты на неделю, что важно знать. Я в последующем сделаю видео события ближайшего будущего до середины июня с учетом вот этих аспектов по Венере. Потому что входит Венера в знак Льва, и она там останется до первых чисел по 9 октября аж. И переворачивается, правда, посмотрите, у кого-то сфера личных отношений, карта дьявола, 15-й старший аркан, и это импульсивность, это страсть, ну, где-то напор вашей энергии. Могут быть еще пока какие-то ожидания или то, что вы себе наметили, какие-то, ну, горизонты новые, как по документам, может быть, мы вынуждены что-то подождать, или, может быть, какая-то заминка с деньгами. А для кого-то из вас, рядом у нас пятерка мечей, это я обдумываю, либо мне подождать, либо уже объявить решение окончательно, потому что по пятерке мечей это воин душе. Когда мы отказываемся от того, что для нас является балластом, и когда мы не намерены где-то удерживать траекторию нейтральности. Мы ни с кем здесь не воюем, не ссоримся, но есть момент, когда собственные принципы для нас будут важнее. Вот для кого-то может просто выбор словно быть подождать или сейчас прямо сказать о чем-то. Может быть, в отношениях у кого-то это может проиграться, как и любовный треугольник. Увы, почему нет? Ладно, еще ничего не достала, но для кого-то может быть важно это услышать. Вообще, по 15-му аркану, правда, это напор страстей или накал страстей. Хотя и напор тоже, почему нет? Тут как раз может захотеться каким-то реваншем решить тот или иной вопрос. Ладно, давайте мы узнаем, что важно знать. Чего не избежать на неделе, по мнению карт? Или неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам деятельности: дела, работа, бизнес. Что будет по финансам? И личная жизнь. Итак, что важно знать? Карта звезда. Шикарная карта, и это карта выбора правильного направления на длительный период времени. Нам говорят, сияйте как звезда. Для кого-то из вас вопросы имиджа. Может захотеться пересмотреть, как я себя позиционирую в обществе. Вот даже так. Захочется, может быть, внести какой-то элемент новизны. Но для кого-то из вас это ведь проиграется еще и путешествие, поездка. Может быть, на далекое расстояние, может быть, для кого-то навсегда связанный переезд на далекое какое-то расстояние. Для кого-то из вас это новый вид творчества, работы. И нужно сказать, Венера, ведь все же это с элементом творчества есть смысл. И вот эти энергии, они будут достаточно сильно нами ощущаться. И кто-то из вас, если до этого раздумывал, здесь как раз может принять решение, что ну нет, все, теперь я буду работать сам на себя. Или, например, сделать свое хобби, когда оно приносит нам доход. По этой карте могут проиграться вообще новые виды деятельности, в том числе работа в интернет или посредством интернет. Для кого-то из вас общение с людьми на расстоянии, или это какие-то ваши планы, может быть, как стратегии на длительный период времени, и
И в связи с этим вы можете тоже куда-то отправиться, изучать словно какой-то вопрос. Мы можем изучать вообще, к примеру, язык или какие-то новые науки, те, которые, по нашему мнению, нам пригодятся через какое-то количество времени. Вообще нет ничего невозможного по карте звезда, и здесь это старший аркан, будет какая-то своя составляющая именно на перспективу, чего не избежать. То есть не совсем вы будете видеть в размере одной, может быть, недели, нескольких дней, а здесь более длительный период. И по принцу кубков чего не избежать? У кого-то дружбы, искренних отношений. По этой карте проигрывается те люди, которые к нам относятся искренне. Именно те отношения, которым мы можем доверять. Для кого-то это будет основа в личных отношениях, в личном союзе, а для кого-то это может означать еще и сотрудничество, партнерство в работе, в бизнесе, где угодно. С другой стороны, это в дополнение карты звезда, ведь есть такой искатель Грааля именно в этой колоде. И какой-то элемент духовности для вас может преобладать. Это тот смысл, которому мы уделяем большое значение. Это то, что не купишь за деньги. Это то, что нас отчасти вдохновляет даже в тяжелую минуту, словно добавляет силы, заставляет двигаться вперед. И мы можем придавать вот этому высокому чувству или высокой какой-то своей идее большую значимость, и может быть вполне вероятно, что она будет именно нами двигать для того, чтобы мы вносили какие-то перемены в нашу жизнь. И у вас это может буквально проиграться буквально с 5 числа. 4 числа Венера войдет в знак Льва и активизирует вот эти все энергии, как и творчество, так и романтики, так и желание жить, так и какого-то импульса творческого. И здесь какое-то как и чувство, так и дело может вас захватить полностью. Чему сейчас не время? Ну вот, это холод в отношениях. И чему не время? Это недостаток финансов. Значит, с финансами нам как будто говорят, что будет все в порядке. Единственный момент, когда выпадает эта карта, не предполагаются больших трат. Мы как будто должны немножко быть предусмотрительной в плане материальных растрат. Это первое. И по этой карте идет еще эмоциональный холод в отношениях, когда мы с кем-то не достигли взаимопонимания. И нужно сказать, чему сейчас не время. Знаете, холодная карта, и, видимо, не время, поскольку все же более теплый период, он не только сам по себе, поскольку июнь, а потому что еще и Венера в знаке Льва. И нет места, может быть, какому-то не отдавать, точнее, предпочтение какому-то эмоциональному холоду. И может быть для вас идеальное время, чтобы, правда, отказаться от тех отношений буквально, которые вам не приносят ни вдохновения, ни какой-то эмоциональной подпитки, никакой радости, ни каких-то новых граней сотрудничества. Отношения самые разные могут быть, как в личной жизни, так ведь это и в профессиональной сфере может выражаться. Так и не должно быть, знаете, тех отношений, все-таки здесь больше через отношения эта карта говорит. Когда, предположим, работа нам не приносит должного ни вдохновения, удовлетворения, ни материального благополучия, как будто этому тоже не время. Вот мы можем здесь что-то кардинально вообще начать передумывать, как минимум, или уже составлять себе какой-то тезис-план, как буквально я буду менять свою жизнь. Давайте посмотрим, а что нам помогает. Но, видимо, для кого-то из вас действительно карта говорит, что не время для того, чтобы тратить деньги просто-напросто, а помогает нам какая-то бережливость, ведь это карта жадины, 4 пентаклей. И когда у нас все под контролем, вообще это карта якоря, причем такого уверенно материального якоря. И когда мы контролируем все то, что вокруг нас, и немаловажно, прочные тылы. И, видимо, для вас на этой неделе ваш прочный тыл или вот те самые отношения, о которых я говорила, искренние, когда и в ближнем каком-то вашем окружении именно те люди, на которых вы можете положиться, ну, наверное, и в дальнем рабочих вопросах, профессиональной деятельности, вы словно можете пересматривать в принципе, кто меня окружает, или захотите менять
отчасти свой статус и где-то изменить окружение вообще в принципе. И для кого-то из вас именно больше статусных людей захочется иметь среди своих друзей, чтобы было больше стабильности, как будто это нам помогает, и вы сами можете прийти к такому выводу. Но больше это у нас по финансам, и здесь нам просто говорят, я так думаю, все же неделя, не такой большой срок, и нам говорят, чтобы мы, наверное, на этой неделе каких-то серьезных крупных покупок не осуществляли, а больше были где-то сдержаны. Дела, работа, бизнес. Интересно, колесо фортуны. И здесь может быть как какой-то удачный шанс или какие-то возможности приходят в нашу жизнь, и не всегда тем образом, как мы предполагали. По этой карте мы что-то не можем оставить нам потом, и нам придется, возможно, либо откликнуться на чье-то предложение быстро, как будто пробовать себя в чем-то нужно, понимаете, не медлить. Потому что если мы оставим на потом, то потом ничего не будет. А для кого-то из вас это будет буквально необходимо куда-то поехать срочно. Могут так сложиться обстоятельства в вашей жизни, как есть либо какая-то возможность, либо конкретное приглашение от человека, либо будет удачное время для того, чтобы, допустим, вы ждали к подписи какие-то документы, и именно вы их можете получить, и это будет для вас означать какой-то старт. И тогда вполне вероятно кто-то из вас, не мешкая, начнет осуществлять какой-то проект, потому что увидит как раз вот эту самую фортуну. У каждого здесь проиграется, безусловно, по-разному. Давайте посмотрим, что в финансах. Правда, будут, может быть, и поездки даже по части финансов, может быть, по работе где-то. Вот все то, что я говорила по карте звезда. Поездка куда-то, допустим, на расстояние, чтобы узнать, насколько перспективны мои возможности в плане заработка. Или если я спланирую переезд, то с этим переездом каковы возможности, опять же, где-то заработка, работы или каких-то дальнейшего как прогресса, так и перспектив. По принципу жезлов проходят как и новости, и это у нас на деньги, как скорость, быстрота, и значит что-то может начать меняться очень быстро, а с учетом колеса фортуны это как раз элемент внезапности может быть. Ну и еще какая-то информация к нам приходит. Может быть, вы ее ожидали. И знаете, как находились словно в состоянии низкого старта. Вот как только у меня решится какой-то вопрос, я сразу осуществляю какое-то дело. И, скорее всего, на этой неделе уже будут какие-то прогрессивные наметки на будущее или конкретно сами возможности, если у нас это будет касаться, допустим, как документы или вот что-то мы получим. Или подтолкнут еще какие-то события, обстоятельства, которые вокруг вас. Надо сказать, что мы не должны собой рисковать. И с учетом все-таки четверки пентаклей я сказала, что это карта якоря. И тылы наши должны быть крепкие. То есть должно быть у нас что-то, к чему мы всегда можем вернуться. Потому что по колесу фортуны есть элемент 50 на 50. Повезет, не повезет. Но мы это узнаем, когда мы с чем-то или с кем-то провзаимодействуем. Поэтому нужно себе оставлять пространство, ну, где-то сделать маневр, может быть, и отступить, если мы видим, что, ну, как-то нет. В чем-то либо просчитались, либо что-то пошло не так. Мы себя должны сохранять. И здесь, наверное, это не только про пентакли или финансы, а, скорее всего, про вас лично, мои дорогие овны. Нельзя себя подвергать риску. Нельзя подвергать риску свое доброе имя, свое положение, все то, чего вы достигли. Как будто мы не должны ставить это на кон, понимаете? Тут вообще где-то на его величество счастливый случай, я бы сказала, он может быть, но этот случай нужно очень рационально рассмотреть. Это может быть, как и, повторюсь, предложение, новость какая-то. Но, опять же, мы узнаем, насколько для нас это приемлемо, когда мы с чем-то провзаимодействуем. Или, может быть, куда-то отправимся. Или какую-то еще дополнительную информацию узнаем. Или как-то примерим на себя в соответствии с нашими дальнейшими планами. Что в личной жизни? Ну вот интересно. Ну тут не совсем про личную жизнь. Одна из лучших карт колоде на деньги.
и на работу. Это карта профессионала, который буквально кует пентакли. Нам уже говорят, деньги будут. И для кого-то из вас личная жизнь может касаться именно финансовых каких-то дел. Или даже в вашей паре, предположим, это будут какие-то вопросы, у кого-то переезд, у кого-то, может быть, не переезд, а какая-то реорганизация дома или, может быть, какие-то еще иные вопросы с подсмыслом все равно что-то купить или что-то сделать для себя, для своей семьи. Если вы один или одна, это может быть просто зарабатывание денег, правда? И вас именно профессиональная сфера словно захватит больше, нежели личная жизнь. Хотя надо сказать, напомнить, что все-таки Венера входит в знак зодиака Лев. И здесь как раз больше времени предполагается для романтики. Ну, кто знает, мы все разные, и для кого-то, может быть, будет удачный момент что-то решить по работе, по перемещению, может быть, для работы, может быть, связанная с переездом, у кого-то с командировками, либо работа на расстоянии каком-то, либо, повторюсь, через интернет. Вот что-то такое в профессиональном плане прогрессивно интересное для вас может выйти на передний план. И причем где-то отчасти так закрыть даже личную жизнь. Хотя нам как раз по принцу кубков говорят, что чего не избежать, как будто у нас есть те отношения, которым мы можем доверять. Кто знает, может быть, у вас будет партнер такой, или он у вас уже есть, который вас поддерживает во всех ваших начинаниях. И тогда вот эта четверка пентаклей проиграется великолепно. Это, знаете, когда и дом полная чаша, и когда тылы мои крепкие, действительно, и когда я контролирую обстановку, и я себя чувствую более уверенно. Вообще, неделя в плане профессионального какого-то успеха самовыражения, она наиболее прогрессивна. Или, можно сказать, откроет какие-то еще дополнительные для вас перспективы на долгий период времени. Хотя, конечно, у каждого по-своему. Ведь для кого-то это может проиграться, как если вы, допустим, вообще не работаете, ну, как получение денег может быть из разных источников. Или каким-то образом придут какие-то к вам суммы, может быть, которые вы ожидали. Хотя для кого-то из вас, даже если вы не работаете, вы вполне вероятно захотите себя попробовать, допустим, какое-то ремесло. Что-то ж вы все равно умеете делать. А не попробовать ли мне на этом зарабатывать деньги? Буквально либо на ремесле, на своем, либо на каком-то своем хобби. Все же, видимо, Венера это не только про любовь, правда? Это еще и про деньги. И у вас она может для кого-то из вас проиграться в первую очередь с позиции финансов. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы.